Итак, друзья, здравствуйте. Я так резонно рассудил, гулять так гулять. Так что решил сегодня еще и одеколончик сюда 4711 присовокупить. Помимо одеколона, у нас сегодня еще неплохая серия крема для бритья. Плюс еще автошейв. Ну и, конечно же, сам помазок, который у меня уже тут замачивается. Ну и по-прежнему наш герой Роквелл с 4-й плитой и, как вы просили, со лезвиями рапира. Но об этом все это чуточку поподробнее, крупным планом. Вот прямо сейчас вы можете посмотреть. Сегодня основным героем из лезвий будет рапира. Рапира из старых запасов, куплено в Ашане еще в бытность, когда стоило по 8 рублей. Специально показываю крупным планом, чтобы ребята, которые все-таки доберутся до нее, имели представление, как выглядит, и могли как-то все-таки бороться с подделками. Целлофан снимается достаточно легко. Так выглядит пачка. Так лицевая сторона. В последнем обзоре мы использовали Роквелл вот на этом постаменте. Как выяснилось, я не намного ошибся, и тем не менее я нашел родной. Загоняем нашего скакуна в стойло. Сейчас мы его переобуем. Ну, это после мытья я так собрал, ребят. На самом-то деле мы с вами брились на 6-й плите. Это я уже к новому бритью приготовил. Парни, сори. Все, не будет никакого стойла. Я забыл, что я его уже помыл и приготовил 4-ю плиту на обзор. Решил пустить не 3-ю, 1-ю, а именно 4-ю, 2-ю. Причина проста. Если пускать 3-ю, 1-ю, то сами, после 6-й я имею в виду, то сами понимаете, у нас в работу пойдет только одна плита, а хотелось бы попробовать все. Поэтому сегодня будет 4-я. Ну а в комментариях скажите, 3-я или 1-я. С одной стороны, конечно же, 3-я интереснее, но она идет сразу за 4-й, поэтому, наверное, последний пустим или 1-ю, или 2-ю. Но лучше, конечно, 1-ю, так как это другая плита. По чести сказать, я бы не стал ставить рапиру, я бы поставил что-нибудь другое, я не знаю, но так как вы просили именно на рапире прогнать, я бы астру зелененькую не отказался поставить. Давайте прогоним именно на рапире Platinum Luxe. И в качестве подстраховки, мало ли, вдруг что-то пойдет не так, будет она слишком как-то там туповато. Оп, запечатано. Не, рушить не буду. Ну, в качестве подстраховки, сейчас, секундочку, я попробую найти какое-нибудь другое лезвие. В качестве подстраховки я бы, наверное, из этого выбрал бы или зеленую астру, у меня там лежит, или синенькую астру. Персону знаю, но не уверен, что сейчас бы хотел ей побриться. С удовольствием попробовал бы еще жилет. Это Platinum и Super Max. Вот тоже интересно, не пробовал ни разу. Seven O'Clock пробовал, но давно, не могу сейчас сказать. На подстраховку... А давайте вот это возьмем, а это пока уберем. Ну и, конечно же, родной постамент. Я его нашел. Просто Саня так засыпал, что не сразу я сообразил, где что лежит. Ну, согласитесь, все-таки отличается.
Мне почему-то показалось, что это вот от черной версии, поэтому я его и взял. Разберусь. Вот он родной, который Саня прикупил для него. Это что касается станков. В косметической серии у нас сегодня пойдет Castle Farber, старая добрая английская фирма, о которой уже не одно копье сломано на форумах, и которая представляет, собственно, на рынке бритья три вещи. Это пришейв, собственно, само мыло для бритья, они это называют крем, но на самом деле он больше похож такое на мягкое мыло, и автошейв бальзам. Помимо линейки Lime, которую вот Саша нам дал попробовать, есть еще лаванда, кендер и сандал. Ну, в нашем распоряжении будет вот это. Само мыло. Банка выглядит вот так. Банка пластиковая. Крышка грамотная. Про запах отдельно скажу. Да, это можно, конечно, и кремом назвать, но большинство это называют мягким мылом. И автошейв бальзам тоже лайм. Вот такой вот бутылочки. Все эти продукты есть в свободном доступе. Цена от 35 до 50 долларов, в зависимости от магазина. Все это можно взять. Ну и отдельно бы хотел нотой вывести, сказать бы пару слов. Естественно, ну, попробуем, вернее, я уже пробовал. Хотел бы сказать о старом добром одеколоне 4711. Это именно одеколон. Вот такая вот тара. Несмотря на размеры, здесь всего 400 миллилитров. Да, 400 миллилитров. Первоначально я воспринял это как полулитровый пузырь. Это та самая фирма, с которой мадам Фарина рубится, по-моему, по сей день, а может быть уже и перестали рубиться. Но славного времени они в спорах много провели. Ну все, ребят, пошли наверх. Да нет, ребят, наверх рановато. За всеми этими перипетиями чуть не упустил еще одного главного героя нашего сегодняшнего обзора. Надпись на немецком. Не знаю, как правильно, но на английском я бы прочел Тазер. Или Сазер, Сатер, Сатер, что-то вот такое вот. Это старая добрая компания HL Sater, которая с 13 года прошлого столетия производит помазки. Один из них вот у нас сейчас вот и попал, благодаря Александру, на обзор. Помазок непростой. Так, ребят, я же вам не показал, как он называется. Вот он. Серия 4125-3 Two Band Fan Black. Fan — это форма помазка, Black, я так подозреваю, что это форма ручки, я еще не открывал, не смотрел. 4125 это серия, 3 это размер. По идее это должен быть узел 28 сантиметров, не меньше. Вот теперь давайте посмотрим. Ну, коробочка-то так солидно сделана. Вот он, зверек, спрятался, смотрите. Та-дам! Да ёпарасоте. Чтоб я так жил. Не, ну Сашка красавчик, конечно. Говна не собирает. Ребята, это надо видеть. Да, на самом деле форма пропеллер. Да, это Silver Type, кончики. Смотрите, какие у нас. На самом деле узел похож на 28 миллиметров. Ручка, как у моего Big Blossика. Что-то такое есть, конечно. Но выглядит. Ну вот и все. Теперь пошли наверх. Все намокло. Давайте, наверное,
все замочено. Давайте начнем с пены. Немцы молодцы, ой, англичане молодцы. Такую здесь штучку предусмотрели, чтобы можно было хватать. Но, ребят, поверьте мне, на данный момент это совершенно ни к чему, потому что банка полная. И элементарно залипает, и хрен вы что выдернете. Как брать? Да. Правы ребята на форумах, кто пишет, что это больше похоже все-таки на мягкое мыло, чем на крем. Так, вот здесь сейчас краешек так вот заберу, закроем обратно. Взяли с вами немного, вот столько. И сейчас попробуем что-то изобразить. Опять же, из прочтения темы на форумах, я давно за этим мылом наблюдаю, любители у него тьма тьмущая. Есть, которые говорят, фи, да что в нем такого, можно взять что-то другое, там химией пахнет или еще что-то. Ребят, спорить не буду, вкусы у всех разные, запахи тоже разные. Я лишь могу сравнить со своей колокольни, то есть вот как я это вижу. Пока химического я ничего не наблюдаю совершенно. Пока я вижу, что просто пена реально прет. Вот она хлопьями. Так и очень сильное подозрение, что переборщил с количеством мыла. Надо было его все-таки меньше брать. Вот чуть-чуть еще вот так вот. Я вижу, что пена суховата. Не послушал умных людей. Говорили, бери большую чашку. Оно как из волшебного горшочка все выпирает и выпирает. Помазок, ребята, это что-то с чем-то. Это реально бомба. Я читал комментарии, слышал вопрос по поводу, какой помазок больше зашел. Парни, разрешите мне мнение в конце высказать. Оно у меня уже есть, я знаю, какой на сегодняшний день мне зашел больше всего, но я не знаю, что будет завтра. Чтобы словами не раскидываться, давайте пройдем по всем помазкам, а это не последний, поверьте. И потом уже в конце об этом поговорим. Ребят, без комментариев. Реально без комментариев. Это... Я не знаю, я давно такого, да вообще я не знаю, видел ли я такое когда-нибудь. Но это, конечно, да. Но на будущее, если бы это был мой крем, и я бы им пользовался регулярно, я бы, конечно, такое количество не брал, однозначно. Даже вот сейчас, вот, видя, что происходит, я бы смело уменьшал концентрацию в 2 раза от того, что я взял вот первоначально сейчас. Ну что ж, с Богом. Парни, помазок, как добрая мамаша. Он вот так вот так, он прям обволакивает вас. И при всем при том у него есть костяк, он сбивает пену. Он не такой упругий, как Big Boss, но у него есть свой шарм. И я бы сказал, что мне вот этот шарм-то побольше заходит. Да, у него форма пропеллер. И он на раскоряку, но я вот сейчас вот смотрите, средней частью работаю, видите, как он тут вышел. И я переворачиваю, и он точно так же становится с другой стороны. То есть это не мешает ему работать. Да, помазки не из дешевых, но он того стоит. Он того стоит. Итак, 4-я плита рапира.
Парни, вот сейчас пришло решение пройтись наполовину. Все-таки жилет я платинум поставлю. Очень интересно посмотреть, как он сработает. Ну, собственно, по мазкам тут работать нужно только с одной целью. Массировать лицо. Тут пену наносить не надо. Ты ему только вот сказал фас, и все, и харя в пене уже вся, махом. Два легких движения, и вы все мыли. Крем пахнет. Это не чистый лайм. Я чувствую древесные ноты, и эти древесные ноты импонируют. Но это не сандал, это что-то другое. Это какое-то вот южное дерево, и оно приятное. Приятно. Вот почему-то цикады перед глазами скочат, как будто вот где-то сидишь и вечер, вылетели цикады, вот эти вот огоньки мелькают кругом, и вот этот запах ближе к морю, что-то такое. Да. Парни, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я все больше и больше поражаюсь этому станку. Кто-то из вас в комментариях заметил, что, судя по моей реакции, он мне не понравился. Ребят, нет. Это неверно, это неправда. Посмотрите, что крем творит. Он чуточку подзагустел. И какая ляля. Просто. Это, я вам покажу, что потом в пиалке творится, так вы просто обалдеете. Это что-то очевидное, невероятное. Все, парни, перекидываю на жилет платинум. Очень интересно, что он покажет на четверке и что он сумеет. Да, я им ни разу раньше не пробовал, не брился, но я слышал о нем много хорошего. Так, физер. Так, западло идет по свету. Здесь нет жилет платинум, здесь есть физер. Что тут еще есть? Нет. Жилет Silver Blue есть. Опачки. Ребята, фортуна повернулась к нам вначале задом, а потом передом. Так и мы ее видели со всех сторон. Тут есть один Silver. И таки да. Это платинум. Ха-ха. Отлично. Четверочка. Для тех, кто забыл, напомню, вы бреетесь именно тем номером плиты, который у вас выходит с тыльной стороны. Если у вас с этой стороны будет двойка, значит вторая плита. Если четверка, значит четвертая. Так, давайте омолодим. Вот тут вот, ах, жалко, смахнул. Смотрите, сколько простояло, и все нормально. Вот сейчас чувствую маленечко, от воды бы оно не отказалось. Чуть-чуть капельку вот водички бы еще добавить. Да. Не зря мы с вами поставили Silver. Жилет Silver. Жилет Platinum, прошу прощения. Отличия есть и очень большие. Да вы, наверное, сами по звуку слышите. Так, дайте-ка я все-таки капну вот так маленечко. Не гоже над хорошим мылом издеваться. Ну, сушняк просит 100 грамм, так налейте, ё-моё.
О, совсем другая песня. Второе дыхание пошло. Ребят, вот того крема, что мы с вами набрали, я не знаю, насколько рыл, насколько бритий, но тут, по-моему, еще 5 человек поставь, пофигу, всем бы хватило. Слишком много, надо меньше, реально меньше. Станок великолепно во все потаенные углы заходит. Во все труднодоступные. Нет такого места, куда бы вы не смогли им дотянуться. Вот на этом помазке нет точечного вот этого. Он вот так вот и лозит по тебе. Это знаете, возьмите губку, намыльтесь и к стене в ванной вот так прилепитесь, вот то же самое. То есть он вот так вот к тебе со всей душой нараспашку и уже всей этой вот душой и работает. Но он как-то делает это, подлец, что нравится. Ну, практически уже и подбревать-то нигде ничего не надо. Такое со мной редко бывает, но похоже это тот случай. Это так уже, знаете, чтобы, ну прям, ну что уж прям вот вообще. Да что Бог так гневить, нормально все уже. Так, ребята, и по нашей старой доброй традиции давайте посмотрим, что нам чашка с помазком приготовила. Во-первых, чашка не пустая, чашки еще достаточно. Вот я из чашки все вытащил, а теперь смотрите. Вот он, красавчик. А что у нас здесь? Видали? Вот она. Парни, я в восторге. Я просто в восторге. Дайте мне пару сек, сейчас я быстро себя в порядок приведу. Фух. Да, ребят. Сказать, что станок удивил, ничего не сказать. Да, и не только станок. Остальные продукты сегодня были под стать. Вот такое бритье на самом деле можно называть королевским бритьем. Тут самый лучший Best Shaving Skin. Вот это слоновая кость. Ничуть не хуже, чем с физером на шестерке. Я бы вам вот так сказал. Но более безопасно и более информативно, более продуктивно. Раз уж заговорили за сам станок. Так, стопе. У нас еще есть герой обзора. Рано еще за станок. Синяя пластиковая, такая темная пластиковая бутылочка. Это не стекло. Давайте немножко выдаем. Ну, бальзам, он не белый, он такой, как матово-белый, скажем так. И тоже не чистый лайм. И тоже с такой обалденно древесной приятной ноткой. Ребята, практически в точности повторяет крем, мыло для бритья. Только мыло для бритья, оно во время бритья пена все-таки сохраняет этот запах, вы его чувствуете, но он не такой точечный, он не такой концентрированный. Все-таки он так маленечко размытый, он вам создает ауру, общий фон, но он так не бьет. Здесь же вот бальзам, он вам не только эту ауру дополняет, он еще и рядом на лице, и он более концентрированный.
Если он еще пленки не будет оставлять, так цены ему нет. Ну, за пленку мы с вами через 5 минут узнаем, когда вот закончим, бла-бла-бла, вот со всеми этими делами, и тогда будем знать точно. Так вот, за станок. Если брать рапиру, на 4-й позиции хорош, однозначно хорош, но, знаете, вот как, вот есть человек, вот что-то таскает, вот потаскун, есть что-то скребет, скребун, вот, скребун. Это неплохо, это не противно, это нормально, это бреет, но я чувствую, сука, как он скребет, извиняюсь за выражение. Ну просто вот, понимаете, вот как вот подскрибывает. Бритье чистое, претензий вообще никаких нет. Но знаете, вот этот вот не то чтобы скрип, а что-то вот такое, ну ты же видишь, я работаю, чего ты от меня еще хочешь? Вот что-то такое вот оставляет. И совершенно другая картина, когда вы вставляете жилет Platinum. Это уже... Тут был скрип, а тут шелест. Не такой шелест, как на физере, знаете, осыпается щетина, нет. А шелест хорошо налаженного механизма. То есть вот ему взяли, в ковш вставили хорошее лезвие, и он идет по газону и просто херачит, и херачит, и херачит. И вот это вот то, что он херачит, оно просто в разные стороны взлетается, а он херачит. Это хороший механизм, и он херачит. Тем более его вставили в хороший механизм. Ребята, я не знал раньше этого лезвия, однозначно 5. Однозначно 5. Это вот я не знаю, как другим людям, мне это зашло, и я теперь, если где-то увижу, обязательно буду брать, потому что лично для меня это очень-очень-очень хорошее лезвие. Мне они подошли однозначно. На этом станке, да, как будут на других, не знаю, но на этом они сработали просто идеально. Они просто отработали, знаете, вот как в унисон. Вот стоят два скрипача, или, допустим, скрипач и на гобое там, или на виолончели. Один такую ноту взял, другой такую. Они оба хорошие, но они фигачат не в унисон. И как бы музыки и нет. А вот здесь случилась, ребята, музыка. Здесь они, два хороших скрипача, и оба в унисон. Как дали, искры из глаз. Я просто офигел. Это вот настолько приятно, настолько хорошо. Не скажу, что эта сторона хуже побрита. Но это побрито так же хорошо, как и это, но просто, с меньшим шиком, что ли, знаете, вот как с меньшим удовольствием. На самом-то деле обе стороны хорошо побриты. И раз уж мы сейчас за станок говорим, давайте сразу же на нем точку и поставим. Агрессивно ли 4-е по сравнению с 6-м, ребят, я этого не заметил. Может быть, из-за того, что поменяли лезвие с более агрессивных на менее агрессивные, вполне допускаю. Но как чувство безопасности меня не покидало, когда была 6-я плита, точно так же меня не покидает чувство безопасности, когда стала 4-я. То есть вот сейчас вот вопрос, а какую следующую плиту поставить, чтобы как-то уже полностью оценить станок. На данный момент я этот станок не могу оценить по 5-бальной системе на 5, потому что он переплевывает эту 5-ку. 5 с плюсом, 6 с плюсом, сказать, ничего не сказать, потому что его не с чем сравнить. Я таких станков не видел, я такими станками до него не брился, и все мои ощущения меркнут. Окончательный вывод по берегу до следующего последнего бритья, но даже Merkur Progress это совсем другое. И вот если сравнивать, допустим, этот и Merkur Progress, вот в следующем обзоре мы с вами на эту тему и поговорим. Дальше мыло. Крем, мыло, как говорит компания, на самом деле мягкое мыло, как вот оно по ощущениям идет. Ребят, это какая-то бомба. Это просто бомба. Это, знаете, это генератор, вот тут есть точка, тырц нажал, и оттуда начнет фигачить вот это вот мягкое, душистое, запашистое безе, которое вам будет давать бриться. И стоимость вот это вот 40 баксов, это совершенно ни о чем. Я вам объясню почему. Потому что вот здесь вот в банке, сколько тут, дай бог, вот сейчас без очков не вижу. Ну тут немало, вот так вот визуально, не меньше, чем 200 грамм. Тут в унциях, забыл, как в унции переводить. Но грамм 200 точно, ребят, да за год вы ее не измылите. Реально не измылите. Может быть, случится так, что он вам надоест, и вы будете искать какой-то другой, но он не кончится. Если вам это по вкусу, если вам по нраву, берите, даже и не парьтесь. $40 в год вот за банку такого крема. Да возьмите вы этот 40-ник, разделите на 12 месяцев, и что у вас получится? Пшик да маленько, 3 бакса в месяц.
Ну, ребят, ну что за звезду смешить, она и так смешная. Это бомба. Укрывистость 5, пена 5, предохранение кожи 5, скольжение станка 5, стойкость пены. Тут надо еще разобраться, потому что не до конца понял вот, того, чего в конце он водички, например, попросил. Бывали крема, которые без водички стояли. Он тут то же самое, и возьмите нанисилисоп. Там никакой ничего не просит, он просто стоит и все стоит. Здесь же водички попросил, надо посмотреть. Но даже вот это маленькое происшествие не умаляет его достоинств, как по мне, мыло зачетное, просто зачетное. А его запах, вот этот лайм с древесной нотой, он просто как вишенка на торт так тырц и завершает композицию. И причем это не все то, что предлагает компания. Компания делает пришейв для бритья и автошейв. Вся фигня в том, что компания подобрала продукты, ингредиенты в этих продуктах таким образом, что они будут усиливать друг друга. Если вы берете одни и те же продукты и прогоняете полностью всю линейку, то есть вот встали, побрились, взяли пришейв, Castle Forbes, крем для бритья Castle Forbes и автошейв Castle Forbes. Действие обещают там просто грандиозное. Ну не знаю, там троекратный орган получите, не получите, но что-то говорят там прям усиливает. И причем говорят серьезные люди, которым не верить, ну как бы так знаете тоже. Хотя сам не проверял, мы сейчас сами впервые так брились. Ну и компания, кстати, об этом тоже говорит. Чего у нас дальше? Автошейв. Автошейв, ребята, интересный. Вот смотрите, мы с вами 5 минут не говорим, пленки-то нету нифига. А между тем, где что? А нигде ничего. Он все собрал, все подобрал, все хвосты почистил. Где там, что там, как там, стопы, я все сделаю, пум-пум-пум. Вот, все, стоишь чистенький, причем с неплохим запахом. Я думаю, минут через 30-40 он выветрится, и вы сможете пользоваться своей любимой туалетной водой. Ребят, это моя любимая. Но вы даже не представляете, как я расстроился, когда это знаете что? Это как в детстве. Когда вот я видел, как батя мой бреется, и когда он пользовался водой, вот так вот стоял рот разинов, там, ты что, это какой-то другой мир. Этот запах меня чарует, он обалденный. Какое-то там сходство с каким-то шипром. Да меня это вообще нисколько не смущает по одной простой причине, что шипр, он и есть шипр. Мы все выросли с шипром. Я не говорю, что он плохой или хороший. Это просто другая история, другая жизнь, другая песня. Не надо с этим трогать и мешать. Шипр появился там при определенных обстоятельствах, когда там произошли определенные события, трагические события. И вот в нашей стране решили как-то повторить вот это. И повторили. Хорошо ли, плохо ли, я не хочу об этом говорить. Ребят, к этому это никакого отношения не имеет. А расстроило меня следующее. Когда я взял этот одеколон, так вот пару раз так, ну обычно или за ухо, или на волосы, на затылке, нижнюю часть, я не понимаю людей, которые ведрами на себя льют одеколон, и когда человек заходит в какое-то помещение, аж с копыт сшибает. Ой, женщины такие бывают, мужики такие бывают. Я считаю, что это неправильно. Так вот, маленечко сделал, на волосах дольше всего держится, поэтому на волосы. К любимой подхожу и говорю: солнышко, зацени. Она: фу, что это такое? Я говорю: в смысле? Ну, что-то какой-то старперский. Я говорю: в смысле старперский? Он говорит: ну, вот что-то какой-то вот несовременный. Для примера, в следующий раз, если захотите, дайте знать в комментах, я вам покажу ту линейку, которой пользуюсь сейчас. Она мне нравится, моей Лариске тоже нравится, выбирали вместе. Вот с ее точки зрения это современно, а это как бы прошлый век. Она не говорит, что плохой, она говорит: прошлый век. Вот так она говорит. И к ней приходит подружка, одноклассница Наташка. Я говорю: Наташенька, ну-ка, давай. Она говорит: фу, и те же собака слова. Говорит: что за старперки? Я: да его сговорились, что ли? Вот что значит подруги. А мне этот одеколон нравится. Одеколон обалденный. Обсудили. Запах чумовой, ребят. Шипр на самом деле рядом не стоял. Помазок. Ребят, сказать хорош, ничего не сказать. Сказать бомба, ничего не сказать. Ценник не такой уж и большой, где-то в пределах от 80 до 140 баксов. Вот что-то в этой теме его можете взять.
Но из уважения к компании, которая уже более 100 лет занимается производством поводков, все-таки 1913 год прошлого, это уже больше 100 лет, могу сказать, что не так уж и дорого они за них просят, вот исходя из того качества, что они дают. Помазок на самом деле чумовой. Как он сбивает пену, как он ее держит в себе. И даже как он по лицу работает. Зенит, он, как вот знаете, машинка для татуировки. Он ты вот так вот фигачит, и он вам все здесь ублажает, все. Хозяин так, не боись, я тебе тут, я тебе тут, я тебе тут, и все, и успевает. А этот же нет. Он делает все по-другому. Вроде бы и так же, как и все, но он обволакивает. Он обволакивает, и при всем при том, казалось бы, так, стой, погоди, как обволакивает? Хребта нет, мягкая чвакалка, вот эта тряпка, мочалка. Да нахрена он нужен? Нет, ребят, нет никакой ни чвакалки, ни мочалки. Это просто маленькая, хорошенькая бомба диаметром 28 мм узла. Он все это делает замечательно, прекрасно, массирует, наносит пену, взбивает ее, и при всем при том, вот так вот сейчас вот в голове даже прокручиваешь, вот за что бы его цепануть, чтобы претензию какую-то выставить, ребят, не за что. Да реально не за что. Как-то вот молодцы, HL, блин, ну и название же придумали, блин, даром что немцы. Короче, молодцы. Ребят, на этом разрешите с вами попрощаться. Следующий обзор у нас будет с Файном, так как мистер Файн все-таки мистер Тот прислал нам линейку из 6 мыл, и в следующий раз будет что-то из Файна. Что из автошейва? Придумаем, посмотрим, найдем. В конце концов, можем даже попробовать то, что, опять же, с вашей подачи сделал автошейв сам. То есть, как вот пацаны в теме обсуждали, тогда я вот сейчас не помню кто, ну вот сейчас вот обзор посмотрите, они сами напомнят. Ребята, снимаю шляпу, огромное вам рахмат, мерси. Взял 100 грамм беленькой, намешал туда маслица ароматического, взболтал, поставил, еще не пробовал. Но в следующий раз можем попробовать. На этом разрешите с вами попрощаться. Дай вам Бог здоровья, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим.